Так, я даю вводную, время ровно, 11 по Москве, 9 по Сербии и в других часовых поясах тоже, видимо, 00 минут. Я запустила и трансляцию на YouTube, и записываю эту встречу. Прошу это иметь, пожалуйста, в виду. Я сейчас, наверное, 1-2 минутки еще подожду, да, предлагаю подождать вам, пока подключатся остальные. Александр Просолов, я прошу тебя маякнуть, когда, как ты думаешь, что все точно собрались, потому что основная наша задача все-таки собрать команду Trails, а остальные у нас, да, опционально, по желанию подключаются. Вот нам важно, чтобы из команды Trails максимальное количество людей подключилось. Поэтому, Саша Просолов, прошу, маякни, как ты считаешь, собрались все или нет? Я думаю, что нет, потому что мы ждем точно Александра Медведева. Вот, и достаточно еще Карлен должен был подключиться, Максим Белозерцев. Вот. Соответственно, я думаю, что, наверное, подождем еще. Хорошо, спасибо большое. Если удобно, может быть, ты им как-то маякнешь, там позвонишь, что-нибудь такое, чтобы... Да. Спасибо. А мы все замьючены? Да. Кто-нибудь меня слышит? Мы тебя слышим. Я пытаюсь уже Ребят, смотрите. настройки, почему тишина. Мы это ушли в молчанку, да. Тогда я еще раз, да, пока дособираются наши коллеги, еще раз дам вводную часть. Во-первых, благодарю, что все в субботу утром подключились. Спасибо вам большое. Я веду трансляцию на YouTube и записываю эту встречу. Прошу это тоже иметь в виду. Мы воркшоп этот построим следующим образом. Он будет на
базе опыта, которым поделится Алексей. Будет домашнее задание, поэтому просим оставаться до конца. Самая интересная часть в конце, когда будет раздаваться домашка. Здесь сегодня скорее мы будем наблюдать, чем самостоятельно делать, да, то есть небольшое такое отличие от предыдущего нашего воркшопа, когда мы в параллели, да, в каких-то паузах определенных мы на эти вопросы будем отвечать либо голосом, либо в том же чате. Но и поднятая рука, и выход в эфир тоже, безусловно, будет всем полезен. Можете подключаться, выходить. Единственное, просто прошу не перебивать во время разговора с Алексеем. Я думаю, так, Александр, как по твоему мнению, кто у нас? Угу. Ну, у нас не подключилось несколько человек, но в целом я думаю, что можем уже начинать. Супер. Спасибо большое. Надеюсь, что остальные ребята тоже еще подключатся. Мы здесь разношерстные собрались, но основной пул ребят это из команды Trails. И, собственно, здесь, Алексей, можешь ли ты рассказать, что это за проект The Trails, из чего состоит? Да, Ань, спасибо. Нам на самом деле явка в Trails прям категорически важна, потому что все остальные это опционально, а вот проект Trails нужен здесь. И если, допустим, раз разработчики не пришли, я не вижу смысла продолжать сейчас эту встречу. Как с ними? Ну, у нас Виталий подключался, я точно видел, и у нас один раз разработчик, я ему дополнительно написал, но он не подключился еще. Я, честно говоря, не знаю. У меня сомнения, что тогда нам стоит продолжать. Смотрите, у меня прагматичная цель. Без, вот этот воркшоп организуется без особой подготовки, потому что есть коммерческий проект. И вот прямо сейчас нужно пополнение. Но пополнение не разработчикам, который придет и будет разбираться, как работать с тулами, работать с курсором, а который уже будет подготовлен. Вот. Стек технологий очень похож на то, что мы используем в Trails. И у меня прагматичная сейчас цель, чтобы люди подготовились, учились работать и уже приходили готовые к работе, а не к тому, чтобы начинать только что-нибудь осваивать. Вот. И это вот одна из основных целей сегодняшней встречи – донести информацию, как мы работаем, и договориться, что мы делаем дальше, чтобы вот эту подготовку получить. Просто делать очередной доклад не очень интересно. Так, что у нас получается с явкой? Виталия я не вижу. Прошу прощения, Алексей, что перебиваю. У меня есть гипотеза, потому что Виталий был, его выбило, Сурай была, тоже ее отключила. А сейчас Сурай обратно переключилась. У нас нет только ростовых разработчиков от Виталия и Владислава. А можешь им, пожалуйста, набрать, узнать, может быть, они могут хотя бы трансляцию на YouTube смотреть, но желательно, конечно, чтобы... Прости, пожалуйста, что перебиваю. Виталий подтвердил, что его выкидывают из МИТа. Давайте сделаем очень краткий обзорную встречу. Потом разойдемся, потому что цели встречи мы не решим. Ну, смотри, Алексей, там же еще трансляция на YouTube. Может быть, если Виталий подтвердит, что он видит ее там хотя бы, да, если не подключен к МИТу, но видит ее там, будет ли этого достаточно? Не будет. Я потом готов с тобой это обсудить. Угу. Но сейчас давайте, да, мы собрались. Будет не очень красиво ко всем остальным, что мы... Алексей, ну все равно, может быть, вводную, да, что за Trails... Я помню, да. Угу. Хорошо. Trails – это один из наших проектов, где мы
проверяем нашу собственную продуктовую гипотезу, плюс для нас это тренировочная площадка для специалистов. Продукт, который мы здесь создаем, это социальная сеть с элементами геймификации, когда мы не просто что-то пытаемся сделать из того, что уже сделано в мире много, а нечто особенное. Основное – это то, что Trails не дает тебе легкий доступ к контенту, а наоборот сопротивляется. То есть пользователь, когда хочет взаимодействовать с другими пользователями, хочет что-то новое для себя узнать, он вынужден за это бороться, да, превозмогать, а это не подается ему на блюдечке. Но в идею проекта глубоко погружаться не будем. Нам сейчас интереснее, как мы вообще с этим совсем работаем. Вот, я немножко начал готовиться к тому, чтобы показать, как работать с курсором в условиях, когда у нас проект большой, у нас много компонентов, много репозиториев, с которыми нужно работать одновременно. Вот то, что вы видите сейчас здесь, репозиториев не так много, причем, когда вы будете работать по направлениям, количество репозиториев еще уменьшится, но в реальном проекте здесь этих репозиториев 10, 12, 15, а то и больше. Вот, и поэтому крайне важно научиться работать с таким большим объемом информации, кода в контексте курсора, для того, чтобы потом, когда вы окажетесь вот в этом окружении, где у вас 10 репозиториев одновременно и со всеми надо как-то взаимодействовать, чтобы это не вызывало панику. Вот, поэтому тот подход, который я сейчас показываю, используется и в коммерческих проектах, поэтому идея и была такой, что мы сейчас настраиваем здесь все так же, как делается в коммерческом проекте, и специалисты приходят подготовленными. Они не удивляются тому, что увидят там, и готовы работать сразу. Итак, как мы организуем работу? Классически наш код распределен по разным репозиториям. У нас есть серверный код, есть Flutter приложение, админка, деплой, то, как мы развертываемся и так далее. Если мы решаем какую-то комплексную задачу, когда нам одновременно нужно, допустим, свериться, что там происходит на сервере и реализовать какую-то функциональность на фронте, возникает вопрос, а как вообще работать со всем этим вместе, а часто еще и на какую-то документацию. И вот ответ на этот вопрос – это workspace, который предоставляет не сам курсор, а движок, на котором он базируется, это VS Code, Visual Studio Code, и так называемые файлы workspace. Вот я подготовил один. Какая у нас здесь структура? Есть папочка на диске, куда мы клонируем все репозитории. Один из репозиториев мы назначаем workspace. В данном случае я выбрал Trails Proto. Если вы помните, это репозиторий, который служит как точка входа в проект, где у нас лежат какие-то общие контракты, документация и так далее. Может быть, сейчас он этой роли на текущий момент вот прямо сейчас не очень сильно отвечает, но вот мы двигаемся в этом направлении. Что мы делаем? Мы клонируем вот этот прото-репозиторий. Внутри создаем файлик с расширением код workspace, можно как-то по-другому, который содержит уже конфигурацию, которая обобщает все эти репозитории. Я уже подготовился, сформировал его, и здесь включены все репозитории, которые доступны мне. Но при работе над отдельными направлениями состав репозиториев может отличаться. И здесь же в репозитории можно создавать другие такие файлики для того, чтобы можно было работать в своем контексте. То есть по-любому у вас должен быть файл, вот этот репозиторий прото у любого члена команды, а дальше в зависимости от вашей роли у вас будут другие репозитории сюда подключены.
Значит, что здесь с настройкой? С настройкой все довольно просто. То есть у нас есть путь к репозиторию, который нужно включить в Workspace, и он появляется здесь. И необязательный элемент, но очень упрощающий взаимодействие по нашему опыту, это возможность переименовать репозиторий, потому что названия репозиториев у нас такие довольно единообразные, и начинаются все, вот, например, с Trails, это сложно выцеплять глазом, особенно когда репозиториев много. Поэтому мы задаем неймы и еще одно ноу-хау, используем эмодзи для того, чтобы глаз легче цеплялся за нужный репозиторий. Когда информации много, когда несколько из них сразу раскрыты, вот, так легче визуально воспринимать и искать информацию. Теперь, вот этот файлик – это обычный текстовый файл, который хранится вот в нашем репозитории Proto, который версионируется и который доступен всем остальным членам команды. Это наша точка входа. Еще Proto мы будем использовать для того, чтобы копить здесь документацию, для того, чтобы хранить здесь общие тулы для работы с репозиторием и для того, чтобы хранить здесь правила. Вот дальше мы поэтому пройдемся подробнее, как это все использовать. Я видел, что Влад поднял руку. Влад? Да, Леша, спасибо большое за эту часть про Workspace. У меня вопрос, как раз-таки по поводу Workspace. Вот, например, у меня в коммерческом проекте, о котором мы говорили, есть для бэкэнда, ну, например, для бэкэндовской части несколько репозиториев, там, штук 5-10 для... Ну, у нас микросервисная архитектура, и под каждый сервис там свой репозиторий. Вот вопрос, я не совсем понял. То есть у нас, например, есть команда бэкэнда, есть команда фронтенда, условно есть общий прото-репозиторий, в котором лежат, ну, то, что мы обсудили, Workspace файл, правила. Что самое главное, это контракт API, который выступает как бы такой единой точкой информации для команды бэкэнда, для команды фронтенда, как они между собой коммуницируют. Нужно ли в этом случае, когда у нас один workspace, шерить, например, репозитории бэкэнда команде фронта, ну, то есть, чтобы они имели туда доступ, или же мы все-таки это будем решать разными workspace'ами под разным направлением. Например, там под Flutter приложение у нас будет это вот все флаттерские репозитории плюс там условно прото-репозиторий. Для бэкэнд части это там вот все бэкэнд репозитории плюс вот прото-репозитории. Вот здесь хотелось бы уточнений. Тот вопрос, спасибо за вопрос. Тот вопрос, который ты задаешь, он больше про то, как организован доступ внутри проекта. Поэтому, отвечая обще, вот какие у тебя есть права, доступ вот к чему есть, такой workspace ты и настраиваешь. Как я сказал, все вот это вот окружение, то, что мы здесь видим, описывается одним файликом. То есть у тебя здесь могут лежать сколько угодно файликов, которые описывают workspace для любой роли. То есть один workspace для фронтенщиков, другой workspace для бэкэндщика, третий для флатериста и так далее. Как будет конкретно у нас, это нужно еще решить. Я предполагал, что вот мы, когда с этой встречи разойдемся, у каждого из лидов будет задание сделать workspace для своей команды. Допустим, на коммерческом проекте у нас есть четкое разделение, да, что у фронта доступ к фронтовым репозиториям, у бэкэнда доступ к бэкэндным репозиториям. И вот схожая ситуация с той, про которую ты говоришь, да, на бэкэнде с микросервисной архитектурой у тебя прям куча репозиториев, и с ними довольно сложно совладать, если ты не собрал их в какое-то единое пространство. Часто ты вносишь изменения только какой-то один из них, да, на то они и микросервисы, но бывает полезно знать, а что там вокруг происходит. То есть ты часто работаешь над взаимодействием между двумя, допустим, какими-то сервисами, да, и ты можешь сослаться в этом пространстве на каждый из этих репозиториев и работать в этом контексте. Но у тебя доступно все. Вот, отвечая на твой вопрос. В общем случае, у кого
как будут организованы workspace, зависит от того, как организован доступ членам команды. В нашем случае я предлагаю разделить его по сферам деятельности. То есть фронтендщиков будет один код workspace, у бэкэндщиков другой. Это будет задание лидам после сегодняшней встречи. Понял, Лёша, спасибо большое за ответ. Да, как я понял, получается, на гибкость, гибкость у нас какая-то здесь есть, и мы можем по направлениям по отдельным задавать workspace. Ну, главное, чтобы у каждого из workspace было все необходимое для работы. Ну, в целом, да, вроде правильно. Ну что, давайте будем погружаться, да, что мы здесь наделали. Начнем, я думаю, с тулов. Так, вот наш файлик мы сделали. Теперь представим, что мы склонировали только проторепозиторий, и у нас откроется вот такое окружение, но репозитории не будут отгружены. Что делать? Я уже по-быстрому перед встречей, где-то за полчаса, запустил задание курсору, который сделал скрипт clone repos. Видите, да, в папке tools, clone repos, открываем readme, и он нам говорит, что теперь достаточно запустить вот такую команду в терминале, и остальные репозитории уже подтянутся. Вот. Они сейчас существуют, но когда вы будете развертываться с нуля, достаточно запустить такой скрипт, и он подтянет те репозитории, которые прописаны вот в этом workspace, и к которым у вас есть доступ. Делается все это быстро, как я сказал, за полчаса я сделал вот эти инструменты и даже их еще не протестировал. Поэтому если есть какие-то рутинные операции, например, вместо того, чтобы клонировать 12 репозиториев вручную, проще сделать скрипт, который все это сделает за тебя. После запуска вот этого скрипта у вас появляется вот то же самое представление, что у меня. Вы получили доступ сразу ко всем репозиториям в едином окне, и теперь можете что-то с этим делать. Дальше. Следующий тул – это Branch Manager. Очень полезная штука, которая позволяет, когда вы закончили работу над очередной задачей, вам нужно начать работу над какой-то новой во всех репозиториях, сделать новую ветку, ну и дальше в зависимости от того, если будут в них изменения, то вы эти изменения через ветки погоните в merge request. Если не будут, ну, значит, просто прибьете. Вот. Поэтому, приступая к новой задаче, довольно часто нужно пойти и сделать какую-то новую ветку. И вот, опять-таки, для этого мы сделали свой тул. Дальше. Информация. Я покопался, какая информация у нас есть, сходил на драйв, скачал ее архивом, и теперь нам бы ее сложить в папку Docs, чтобы потом к ней можно было обращаться. Информация здесь будет лежать, и к ней можно будет ссылаться для того, чтобы выполнять задачи, не формулируя каждый раз контекст, что вообще представляет из себя наш продукт, как он устроен и так далее. Для этого нам нужно сейчас будет сформировать вот эту вот папочку Docs. Давайте посмотрим, что он здесь сделал и насколько это работоспособно. Итак, у нас есть Docs-конвертер, который принимает вот выход. Да, это как раз папка, куда я все сложил. Давайте посмотрим, что лежит в Envy. Ага, вот здесь просто конфигурация. Давайте ее используем. Так, relative to dir. Видимо, будет... Не хочу с этим разбираться. Мы были. Не хочу разбираться, пусть разбирается курсор.
И даем ссылку на директорию, куда мы хотим получить результат. Наша задача сейчас это сформировать необходимую для дальнейшей работы разработчиков документацию в папке Docs. Дальше мы ее закоммитим, запушим, и вы сможете к ней обращаться. Пока курсор думает, он уже подумал, да? Ладно. Да. Возвращаемся. Так. Сложил не туда, но сейчас, ладно, я не буду его отлаживать и тренировать. Давайте мы просто переместим содержимое туда, куда нужно было, и чтобы сейчас не тратить время на отладку инструмента. Но я думаю, что идею вы поняли. Можно было бы сейчас попросить его все-таки отладить инструмент, чтобы он складывал туда, куда нужно. Было бы неплохо, чтобы кто-нибудь этим занялся, но сейчас не хочется терять на это время. Итак, у нас появился некоторый массив информации, где у нас есть описание того, что такое наш проект. Потихонечку начинает вырисовываться картина. Теперь я предлагаю навести здесь порядок так, чтобы курсору было удобнее с этим совсем работать. Что мы сделаем? Сейчас сделаем какую-нибудь папку, в которую положим исходные документы. Все переместим туда. Так, тут чисто. И дадим ему задание. Изучи документацию проекта. Факты. Извлеки оттуда необходимую для разработчиков. Очень короткое незамечание, как это... То, что ты вставил полностью путь до папки, потому что, когда работаешь в Workspace, не всегда можно и драг-н-дропнуть в чат с курсором. Лучше давать полностью путь. Это хорошее замечание, кстати, да. Просто это опыт. Извлеки оттуда необходимое. Подмечание, не замечание, а подмечание. Даже необходимое, а полезное, да, вот это. При этом структурируй ее требования. Что там? Сравнение концепции и прочее. Главное, не знаю, что еще добавить, вроде бы понятно, да? Соблюдай. Так, и сейчас я думаю, что он будет думать, а мы в это время посмотрим, что это за 302 и другие правила. В агентском режиме, я думаю, здесь задача не такая большая, чтобы направляать на него план. Теперь, я предварительно сложил те правила, обобщенные правила для работы с курсором, которые накопились в разных проектах. Вот есть растовские, пайтоновские правила и общие правила для всех. Где-то были еще реактовские, некстовские. Ну, может быть, Алексей, я видел, да, что Алексей здесь, Влад, вы поможете сюда их докинуть, чтобы ребятам было проще все это адаптировать под себя. Да, Влад, спасибо. Давайте посмотрим,
Что у нас здесь происходит? Да, он правильно понимает суть проекта, я вижу. Информацию нашел. Нашел даже описание интерфейсов. Насчет эндпоинтов я не уверен, что мы хотим сейчас, чтобы он отсюда это доставал, потому что следующим нашим шагом будет это пойти и по коду сформировать архитектурное представление, как у нас, что здесь устроено. Ну ладно. Так, раскладывать он начал? А нет. Так, очевидно, он меня не совсем хорошо понял. Давайте все-таки объясним. Разложи информацию по документам структурированно. И давай еще так построй план все-таки, да, в котором пройди по каждому из и положить. Далее. Мы говорили про рулсы. Я думаю, что сейчас рулсы можно оставить пока что в таком виде, вот в рамках нашей работы, но дополнить их необходимыми правилами для Flutter и для Next, для React, что мы используем. Это будет задание для лидов как раз, чтобы эти правила пополнить, чтобы потом можно было ссылаться на эти правила как при разработке, так и при приемке задач. Роберт? Объясни, пожалуйста, нумерацию файлов, то есть почему какие-то 500, какие-то 700, какие-то 000. А ты знаешь ответ на этот вопрос? Я его задаю, чтобы все остальные Я знали. сейчас просто, видишь, это здесь... Если ты можешь ответить, то ответь, пожалуйста. Нет, это прям я... Нет, я не знаю. Я понял. Сейчас я не могу понять, что он меня спрашивает. Включать ли маркетинговые материалы, информацию о команде? Ну да, наверное, надо, да. Если есть инфа, пусть будет. Да, нумерация. Строгой номенклатуры у меня все еще нет. Есть какие-то разделы вот типа 300-го, которые сложились. Остальное... В общем, давайте так. Ну, как паттерн матчинг я могу понять, что что-то, что меньше 500 относится просто к документации, то, что 500-700 это уже по отдельным технологиям. Такого нет. Во-первых, номера удобны для того, чтобы быстро ссылаться на правила. Вот как вот сейчас, допустим, вы видели, да, я сослался на 302 правило, я просто помню, что 302 это вот как раз правило, чтобы сделать инструкцию короткой, по сути, без воды, по-английски, с соблюдением определенных техник, там все это описано. Вот. И мне проще вспомнить 302, чем то, что оно начинается с LLM, Oriented, Writing. Я каждый раз сломаю голову. То есть вот эти номера полезны. Именно почему трехзначный формат, чтобы можно было их группировать, и чтобы те правила, которые касаются общих каких-то рекомендаций, лежали в одной группе, и по направлениям тоже лежали в других группах. Почему именно Python лег в 500, а Rust в 700? Ответ на этот вопрос нет. Так исторически сложилось. Вот. Ну, потому что P5
Поэтому Ничего себе, вот такой у тебя паттерн матчинг. Хороший. Да. можно я предложу здесь еще раз с самого начала что-то делать? Ты показывал нам несколько скриптов, после чего ты показал, что мы дошли до того, что мы сейчас раскладываем всю документацию, да, систематизируем ее. Хотелось бы, чтобы просто еще раз, да, мы так вот от начала до сего момента дошли и задать вопрос. Есть ли у кого-то какие-то комментарии, вопросы, понятно, непонятно, потому что, мне кажется, вот эти самые обычно вызывают блокер. Я ничего не понял, поэтому дальше делать не буду. Вот типа такого. Поэтому хочется вот это обойти, что действительно всем понятно, и Никита у нас поднимает руку. Да. Мне надо повторить или нет? Давай сначала у Никиты, потом тогда на повтор. Да, такой вопрос небольшой по поводу режимов чата, да. Я вот заметил то, что ты используешь именно режим план, а не агент. То есть вот мне интересен твой опыт текущей задачи, как ты перещелкиваешь эти режимы и какие есть преимущества у плана, потому что я, в принципе, не заморачиваюсь, я использую агент всегда. Вот такой вопрос. Ой, а здесь можно я как наблюдатель сначала свои 5 копеек вставлю, а потом Алексей? Я как наблюдатель за этим процессом поняла, что когда Алексей все это через агента стал делать, агент не справился, он стал не то делать. И поэтому Алексей применил план. Собственно, о чем он озвучил, да, потому что так, что-то типа агент не справляется, начинает делать не так. Поэтому он попросил его составить сначала план, чтобы уже по нему можно было идти. Это вот то, как я как наблюдатель увидела. Все верно, Ань. План вообще очень крутой режим. Мы как раз на прошлом воркшопе про него, я его как раз и демонстрировал, мне кажется, да? В чем его суть? Когда ты запускаешь режим агента, у тебя агент сформулировал задачу и выполнил ее, и принял ее сам. В режиме план подход немножко другой. Сначала формируется план работ одним агентом, обычно умной моделью, которая описывает, что нужно сделать. И в плане есть такая фишка, как тудушки, как элемент контроля. А сейчас он у тебя не открыт, может быть, ты откроешь? Я пытаюсь его сейчас вот найти извини. по чату, где он подтормаживает. Не очень удобно, что так приходится его искать, да. Ну, он у тебя, по идее, автоматически еще открывается во вкладках. Я думаю, что... Я не знаю, где он там, я не умею так делать. Нашелся. Вот, разрабатывается план. Здесь классически сначала описывается, что мы будем делать, но самая полезная штука – это вот эти тудушки, по которым потом курсор может контролировать тех агентов, которые задачи выполняют. То есть вот сейчас 13 тудушек, но здесь может быть и 100. Вот, если ты работал в режиме агента, то план на 100 тудушек в один запрос обычно всегда проваливается, можно сказать. Но если у тебя будет план из 100 тудушек в план-моде, он будет выполнен. Когда план, когда агент. Вот если, грубо говоря, задача помещается в один промпт, а это, такие оценочные суждения, исходя из опыта, то агент. Если не помещается и задача более комплексная, то план. Если задача еще более комплексная, то тогда сначала формирование с помощью план-мода документа, плана, а в некоторых случаях это 1000 строк, а иногда и не один документ, а потом с помощью план-мода прохождение по этому документу и выполнение. То есть ты выбираешь тот инструмент, исходя из своего опыта, с какой задачей модель справится, агент справится, а с какой нет. Вот. Так, вопрос от Алексея. Можно еще тоже? Алексей? Да, я хотел не то что вопросы добавить по плану.
Вот я обычно, когда план составляю, вот там есть кнопочка «Сохранить». Просто это очень удобно для дальнейшей работы. Иногда бывает, что он не до конца бывает план составит, что-нибудь сорвется, связь прервется. Ну, в моем случае, по крайней мере, бывает иногда, что связь прерывается, и он прекращает работу. И так очень удобно вернуться к нему, он сохраняет это все в папке «Курсор» в планах, и можно потом к нему вернуться очень удобно и что-то поправить. Вот. Да, Так, есть что-то прокомментировать? Да, и я обычно еще, если вот большой план, там на 1000 строк, я прошу его сделать to-do-лист под каждому пункту и отмечать, что он это сделал. И если ты видишь, что он не отметил, что это было сделано, а возможно, он, кстати, сделал, просто забыл отметить, и ты переспрашиваешь, вот смотри, ты говоришь, что ты это сделал, но не отмечено, перепроверь. Да, соглашусь, я тоже так делаю, и тоже планы можно сохранить. Действительно, в отдельной директории они будут храниться, к ним можно возвращаться. Если вдруг не сохранили план, вы можете вернуться к этому чату и уже через чат выйти на тот самый план. То есть, в принципе, все сохраняется, да, все возвращается к себе. Алексей, что делаешь? Ну вот я вижу, что он информацию собрал. Вот у нас появился ряд документов. Кстати, Александр, я думаю, что тебе это может быть интересно, в том числе не только разработчикам, то, что теперь это рабочее пространство для работы с требованиями, с документацией. То есть не нужно ходить и как-то отдельно грузить в курсор информацию. Ты просто приходишь, ссылаешься на вот эту папочку, и курсор полностью в контексте твоего проекта. Если какая-то новая информация добавляется, то ты опять-таки курсору даешь ссылку на нее и говоришь, иди-ка положи ее куда-нибудь вот сюда, найди подходящее место, включи в рубрикатор. И именно рубрикатор сейчас я делаю. Это файл, который будет точкой входа для курсора, когда ему нужно будет найти ту или иную информацию. То есть такой индексный файл, который ссылается на все остальные, и в котором видно, где можно найти информацию по тому или иному запросу. Курсор, скорее всего, и сам найдет, но такой файлик здорово облегчает ему жизнь и для нас дает больше гарантий, что не будет упущена какая-то информация при работе над задачей. Была еще рука, кажется. Влад поднимал, но опустил. Да, я тянул руку, я хотел сказать просто, что, насколько я помню и читал, еще режим плана помог существенно экономить токены при работе, потому что ты, когда начинаешь уже непосредственно саму разработку, у тебя агент идет по определенному плану. И еще плюс план я пробовал план шерить на других разработчиков. Ну, допустим, я как составил требования вместе с заказчиком в одном чате, то есть я включил план мод и говорил, что вот нужно реализовать такую-то фичу. Он мне начинает задавать вопросы, я эти вопросы либо отвечаю ему на месте, либо адресую заказчику. Заказчик мне отвечает, что как делать. После этого, как я составил план, чтобы, например, его самому, так как все равно нужно план запустить, потом провести ревью, потом проверить, что да, действительно все соответствует плану, нашей задаче. Я обычно этот план выгружаю как отдельную задачку, создаю тикет, и разработчик берет этот план, либо можно сделать это через Git, аналогичным образом, что положить в Git, и разработчик его подтянет. То есть таким образом можно уже, например, ширить готовый план. Разработчику остается прийти, запустить, проверить, что да, действительно все окей, как использовать такую систему, как планирование, по сути. Да, супер, спасибо, Влад. Я вот об этом даже не думала, да, что действительно шерить план, а не самому составлять и его же реализовывать. Прикольно. Алексей, возвращаемся к тебе. Да, я жду. Смотрите, сейчас мы охватили ту сторону документации, которая касается требований. То есть, что из себя представляет наш продукт. Тут есть что-то немного про архитектуру, но давайте пока не будем этому верить и как раз переключимся к следующей задаче, как раз охватить архитектурную сторону, то есть получить описание того, что фактически у нас есть в репозиториях. Для этого создадим новый чат, нам уже есть куда сослаться в качестве точки входа в документацию. Мы ему скажем, изучи требования к продукту. И можем как раз ссылаться уже на вновь созданный документ.
И это будет частая ссылка часто используемая ссылка при работе с задачами. То есть, ссылаясь на этот файл, видите, да, здесь внутри этого файла уже есть ссылки на другие документы с описанием того, какой объем информации покрывают эти документы. Примерно вот так будет начинаться ваш чат, хотя мы сделаем сейчас еще более удобную версию. Так, но для этого нам надо собрать архитектурные требования. Потом изучи устройство продукта с точки зрения реализации архитектуры, структуры кода, применяемых технологий, на выходе должно быть полное архитектурное описание в целом и отдельных ее компонентов. Сложи. Опять даем ему документ. Путь к документам. И давай скажем, согласуй информацию между собой после сбора. Обнови релиз. Достаточно. Так, включаю через Shift-Tab снова план мод, потому что тут объем уже довольно большой. Вот, это будет еще вторая часть документации. Также можно добавлять новые аспекты типа тестирования, еще что-нибудь. И еще я упустил борды. Я выгрузил информацию из GitHub, из трекера. Не знаю, насколько она сейчас актуальная. Ну и если там что-то есть важное, точно так же курсор можно попросить проанализировать вот эти выгруженные файлы и обновить вновь найденные факты, добавить их в основной массив документации. И давайте, кстати, не допускать снова ту ошибку, которую я стал чистить на воркшопах. Это вовремя коммититься. Так, вот у нас был инструмент, давайте его закоммичу я отдельно. А потом... Может быть, и прокомментируешь, да, что мы делали первыми, создали несколько инструментов, как раз, может быть, пока делаешь коммит, напомнишь, да, о чем это, и, может быть, вопросы по этой части есть. Я вот так как раз не умею, я не могу одновременно. Не одновременно закоммит, но как раз прокомментировать. Так, это мы отправили инструмент. Вот здесь давайте отправим первую версию документации. Не нравится номер репозитория статус. Так, давайте глянем, что в плане он предлагает сделать. Это скоп работ, понял. Архитектурное ревью, высокоуровневая диаграмма нам, да, пригодится. Магический стек, да, тоже. Серверная архитектура с паттернами аутентификации идет, берем. Data Model. Насчет ERD не уверен, но ладно. Лишним не будет. Client Applications, Infrastructure. Это что такое? Понял. Это он говорит про то, как обновить документацию после того, как он ее соберет. Хорошо. Это на что ссылаться. Тут мне сложно судить, но вроде бы смотрит и в сервер, и в Flutter, и в админку, и в деплой.
Ну да. И вот, Никит, видишь, он нас создавал тудушек, по которым потом будет контролировать, что все сделано. То есть вот то, что написано в тудушках, то будет под контролем. И здесь одна из задач, ну, то есть первая задача – это прочитать план, понять, что он собирается делать то, что нужно, что это совпадает с своим видением. А второе – это то, что он собирается сделать, в достаточной степени покрыто тудушками. На беглый взгляд достаточно, но мне сейчас сложно одновременно и говорить, и выполнять задачи, поэтому просто приму и пойдем выполнять. Кстати, да, как средство экономии токенов. Сам план мы формировали на Опусе, а билдить будем в авторежиме. При хорошо прописанном плане режим обычно справляется. Так, что мы там коммитили? Мне не понравилось, что он этот тут файлик решил удалить. А мне он нравился. Это файлик, в котором я попросил описать статус репозиториев сейчас. Ладно, вернемся к нему позже. Так, Ань, был вопрос про то, что мы сделали, да? Чтобы удостовериться, что все понимают. Значит, первое. Мы открыли прото-репозиторий, это точка входа, получается, во все репозитории проекта. Создали в нем файлик Code Workspace. В нем прописали все репозитории, с которыми мы будем работать в проекте. Потом создали тулы. Не будем, да, наверное, проходиться по ним. В том числе тул, который клонирует репозитории. С помощью этого тула склонировали с GitHub оставшиеся репозитории. Они таким образом подтянулись в Workspace. Мы можем работать с ними. Потом мы сходили в Google Drive, скачали документацию по проекту и с помощью тула конвертера засунули ее в папку Docs в неформатированном виде. Вот сюда в row. Потом натравили курсор и попросили его структурировать информацию в виде документов. Потом сходили в репозиторий, который относится к Forage Partners, к публичным. Оттуда взяли курсор rules и запихали их в папку .cursor rules. И теперь можем обращаться к этим рулам. Потом сделали рубрикатор по документации, положили его в README. И текущая задача, которую мы решаем, это собираем информацию об архитектуре нашего проекта и как устроены репозитории. Следующий шаг будет это создать rule, который будет таким универсальной точкой для старта любого общения с курсором. Спасибо. Вот сейчас есть у кого-то вопросы по тому, что было сделано? Прям очень важно, потому что вы это будете все делать у себя. Да, Александр. Да, спасибо за внимание. Ну, с самого начала у меня там вопрос, сейчас скажу какой. Значит, хорошо, действительно, есть прото-репозиторий, в который мы положили файл Code Workspace, но у нас же ведь есть несколько разных команд, ну, как минимум фронт и бэкэнд. Соответственно, для каждой команды должен быть свой файлик Code Workspace. То есть, правильно понимаю? Да, все верно. Это то, что мы уже с Владом обсуждали, помнишь? Да, этот вопрос я помню, да. Ну, то есть несколько файликов, понял. Я просто, как-то некое сомнение тут было. Да, спасибо за вопрос. Лучше задать, да, но договориться явно. Сейчас я сделал этот файл Trails Code Workspace, который касается всех. Когда мы разойдемся, вот твоя задача как раз будет сделать Trails, допустим, дефис front, точка Code Workspace, положить его туда же, и он будет включать не все подряд, да, а только те. Ну да, это понимаю, да.
И получается, когда Мгм. фронтенд Мгм. инженер будет открывать проект, он будет открывать не Trails Code Workspace, а вот этот вот front файл. Кстати, давайте-ка я покажу, как вообще происходит, да, открытие Code Workspace. Это просто командный курсор, и сюда в качестве аргумента передается файл с Workspace. Вот это мой личный оперативный Code Workspace. А наш, к примеру, сейчас посмотрим, он лежит где. Rails, по-моему, просто. Да, вот он. Команда на открытие будет примерно такой. Мы говорим курсор, мы ищем наш файлик. Project Rails, Prota, Rails. Вот. Это команда, которая открывает Workspace. Это Мы мой. запускаем IDE-шку из консоли. Да, да. Мгм. Можно открывать и через UI, так просто удобнее. Но в случае фронтенд инженера это будет не Trails, да, а какой-нибудь там, допустим, Trails Да, да, Front. да, да. Вот такой файлик он будет открывать. У него будет открываться свое представление. Вот. А у бэкэндщика будет что-нибудь такое. Но У меня просто, ну, такой, может быть, и глупый вопрос, но лучше задать. Ну, А просто ты как бы, чтобы не получилось, что при работе случайно там курсор начнет смотреть вот этот файлик бэка, хотя я фронт-разработчик. Как будто бы надо какой-то там еще дополнительный рул поставить, чтобы он его... Или это я излишне волнуюсь? не будет. Если будет, тогда вот и решай. Но вот по опыту практически не бывает такого, что он пошел и какую-то информацию зацепил, которую ты ему не говорил цеплять. Он скорее от безысходности ходит и пытается найти какую-то инфу, это когда ты ему ничего не дал. А если ты ему проинструктировал и дал точку входа, где искать информацию, он поленится искать что-нибудь еще. Ну, окей, вроде все, прояснил, спасибо. Такая особенность. Да? Я? Ну да, ты же ведущий. А, Что я могу еще прокомментировать? Не, ну ты вопрос задавала? Я? Нет. Ты Нет. задавала вопрос, всем ли понятно? Вот Александр задал свой относительно вопрос. Да. Да, ну рук просто не было вот сейчас, только Никита понимает. Никит, да, тебе слово. Да. Вопрос, наверное, больше, если сейчас время вопросов настало, то вопрос такой, не считаешь ли ты то, что было бы полезно бэкэнд-разработчику, допустим, иметь на всякий случай в окружении фронт-репозиторий, чтобы сходить туда? Ну, мне кажется, могут быть такие ситуации. Ну и относительно тоже фронту сходить в бэк. Это как сэкономит, в принципе, время на коммуникациях, там, в Телеграме писать человеку, а что там делает у тебя ручка, какая информация придет. Вот. Ну и также, может быть, у тебя были мысли, как тестировщиков включать в этот workspace. Ну вот это такие глобальные, может, потом к концу вернемся к встрече к этому, да, если долго отвечать. Так, я тут что-то в фоне сделал, куда-то нажал, у меня все сломалось. Я правда комбинацию клавиш нажал. Я не понимаю, что сломалось. Ну вот это вот что такое появилось здесь. МДшки на русском языке зачем-то. Ага. Ну, я где-то что-то просто в фоне нажал, пока разговаривал. Ой. Так лучше, да, вроде? Все, они пропали, все в порядке. Так, ладно. Никит, на самом деле идея хорошая. Может быть, нам и правда дать всем доступ. Насколько это полезно? На практике
Иногда Это прям очень-очень исключительный случай, что кто-то пользуется той информацией, которая ему не необходима, а полезна. И вот в частности, чтобы бэкэндщики ходили в репозитории фронта и наоборот, я не знаю, мне кажется, вот только Влад из присутствующих, да, вот это практиковал, а обычно как-то разработчики Я тоже иногда. И извиняюсь, у меня просто дополнение будет такое, то что не разработчик будет, то есть не бэкэндер будет ходить в фронтенд, будет курсор ходить. Мне не нужно понимать там JavaScript. Я курсор попрошу спросить, а что там в результате, там есть валидация на то-то, то-то, там на длину строки на фронте, или мне надо ее делать на уровне там сервиса, да, своего. Вот, то есть... Хороший поинт. Давайте его обсудим уже внутри проекта. Как это лучше сделать? Я думаю, что вот с Александром стоит над этим подумать. Спасибо, да. Идея. А можно я прокомментирую вот этот момент в целом? А меня слышно? Да, слышно, Влад. Да, я хотел прокомментировать. Никита, идея интересная. Спасибо. Но смотри, здесь, во-первых, давайте не забывать про такую вещь, как разделение ответственности и контекста. Если у тебя, вот ты привел пример, есть валидация на фронтенде, если ее нет, то мне тогда ее придется делать на бэкенде. Но это не совсем, наверное, корректный кейс. Почему? Потому что ты, когда делаешь бэкенд, ты исходишь от требований к бэкенду. Кто там делает фронтенд, ну, тебе по большей части без разницы, потому что фронтенд просто использует твой API, он с тобой коммуницирует. У них может быть своя какая-то вообще задумка, идея, как это должно выглядеть, исходя там, например, из того, что придет тестировщик и скажет, а вот мы хотим еще валидацию на фронтенде дополнительно, чтобы сделать более user experience лучше. Это вот, ну, не совсем может быть удачный пример. Вот конкретно на этом примере оно не очень стыкуется. А касаемо того, чтобы курсор что-то знал, ну, во-первых, если тебе нужно знать, то лучше, наверное, спросить разработчика, чтобы, во-первых, он был в курсе, и все равно уведомить того человека, который работает над этим направлением. А во-вторых, ты же не собираешься в этот репозиторий фронта условно что-то пушить. Вот, то есть, как-то, не знаю. Вот курсоры можно дать человеку посмотреть, но это вот дать посмотреть ему общий контракт API. Вот лежит просто репозиторий, например, там openapi.yaml файл, который является контрактом, и пусть он уже с ним работает. Если контракт API плохо определяет поведение API и нужно смотреть бэкэнд, то это проблема уже контракта API, а не того, что нужно нам сходить в бэкэнд и посмотреть, что там происходит. Так, все, Влад выключил микрофончик. Алексей? Ну, мы продолжаем, да? Я думаю, да. Хорошо. Итак, насколько вот здесь валидна информация, насколько достаточно? Вот мне кажется, это одна из первых задач, да, что, Александр, было бы здорово тебе посмотреть, что тут есть, чего не хватает. И возвращаясь вот этой вот задаче с импортом из бордов, опять-таки проанализировать, есть ли здесь еще что-то дополнительно, что было бы полезно включить в состав нашего пакета документации. Я думаю, что ты можешь точно так же открыть репозиторий, вот это наш workspace, и изучить. Опять-таки, можно консультироваться с курсором, чего бы сюда еще можно было добавить. Я про то, что нельзя считать сейчас вот этот вот пакет документов полным, достаточным, исчерпывающим, это нужно провалидировать. Вот, но пока что мы двинемся дальше, будем считать, что да, этой инфы на данный момент хватит. И, скорее всего, на практике так и будет. Ну, то есть 80%, я думаю, здесь уже есть. Что дальше? У нас есть обе стороны, и архитектурная, и с точки зрения требований. Сюда было бы неплохо добавить еще информацию о развертывании, то есть это покопаться в репозитории деплоя.
Но это уже выходит за рамки того, о чем хотелось бы рассказать сейчас. Алексей, а позволь, вот ты уже упоминал, что хорошо бы там посмотреть задачи, которые выгрузились из доски, да, Boards, хорошо бы там что-то по тестированию. Вот можешь немножко, ну, свое видение, да, здесь прям продемонстрировать, то есть первое сделать вот это, второе это, третье вот это, чтобы более структурно звучало, что действительно еще хотелось бы, да, и можно было бы сделать. И дальше как раз пойдем. Ну, то есть такой некий... Первое. Убедиться, что в эти файлы тул наш вновь созданный, который называется GH Project Export, выгрузил всю информацию, которая есть фактически на GitHub. Может быть, у нас где-то еще что-то в вики лежит, еще где-то, я плохо помню. Второе. Посмотреть, есть ли среди этой информации какая-то информация, которая не включена в состав нашего пакета. Причем можно посмотреть с помощью курсора. Прямо ему задать вопрос, есть ли тут что-то интересное, что может пригодиться нам вот здесь. Если нет, то если есть такая информация, то добавить ее сюда, не забыть про то, чтобы включить рубрикатор, чтобы вот README был единой точкой входа для всей остальной инфы. Потом посмотреть на архитектурную сторону развертывания, на развертывание и добавить информацию о нем. То есть репозиторий deploy, какие Ansible скрипты у нас есть, про какие нюансы они говорят относительно архитектуры и требований к продукту, и сделать описание по самому развертыванию. Вот это то, что было бы делать полезно. Сейчас наша задача сделать такой rule-навигатор по нашему workspace, который будет служить точкой входа для любых новых чатов с курсором в нашем workspace. Как это сделать? Надо его проинструктировать. Я не помню, было у нас такое где-нибудь или нет. Вот у нас есть rules development. Вот давайте его используем. Первое правило. Так, нужно работать. Так, вот. Так, rule будет касаться, будет использоваться как точка входа для любого чата и навигатором по информации по системе. Он должен включать в себя краткое описание, допустим, 3 предложения описания проекта, краткое описание архитектуры, 3 предложения. Давайте изменим формат. Ссылки на архитектурное описание требований Дальше самое, наверное, одно из самых важных
Это описание каждого исследования прийти понимал какую задачу какую 25. Так, чтобы еще нам не помешала данная ссылка на правила. Нет. ТТТ. Нигде не сослался на 301 правило. Решение задачи. И оставим 2 ссылки. Значит, нам нужна ссылка на сам док. И Workspace. Workspace у нас это вот этот файлик. Так, я думаю, что даже без плана, я надеюсь, он меня не подведет и справится. И я думаю, что на завершение, после того, как мы сейчас сделаем вот этот вот rule, мы его используем. И, я думаю, поставим точку сегодняшней встречи. Дальше договоримся о том, что еще нужно сделать. Что мы, собственно, делали, это как раз вот этот вот файлик, который сейчас нужно будет изготовить. 002 Workspace Indra. Потому что, когда мы делаем любой новый чат с любой новой задачей, первое, что мы будем делать, это ссылаться на вот этот файлик. А он уже, в свою очередь, включает в себя всю необходимую информацию, это такой навигатор, который сразу дает контекст курсору. Помните, да, что когда вы начинаете новый чат, вы как будто разговариваете с полностью обнуленным человеком, который не знает ничего ни про ваш проект, ни какие задачи решаются, ни про проблемы. Вот такой файлик, он решает вот эту вот задачу быстрого введения. Если вы видели кино «Мементо», мне кажется, там был такой момент, когда чувак просыпается утром, и у него какая-то кассета, да, и у него такое быстрое интро. Парень страдал от потери памяти, да. Он ничего не помнил на следующий же день, да, из своей жизни. И вот каждый день он читал такое интро. Кто ты, какие задачи ты решаешь, кто твои враги, кто твои друзья и так далее, да, по-моему, на записанной кассете. И вот это то, что мы сейчас делаем. Это вот такое вот введение, где мы объясняем, кто ты такой, где очутился, какие задачи нужно решать. Я руку не поднял, извини. У меня есть личный пример, у меня у бабушки альцгеймер. И я ей написал прямо контекст, несколько предложений. Ты сейчас здесь находишься, там, не забудь сделать это, меня зовут так-то. То есть, примерно так же, то есть всегда Да, с чистого листа. Еще у Никиты рука была поднята. Алексей, как удобнее сейчас завершить вот эту часть и к Никите Нет, обратиться? буквально 2 слова. По поводу того, что новый чат не помнит старый, я тоже всегда так думал, но у меня были случаи, когда он выдавал то, что мы это обсуждали там 3 чата назад что-то. А вот было вот несколько случаев, и это прям очень странно и интересно. Но может, это в курсоре настройках каких-то сбои были, я не знаю. Все. У курсора есть доступ, по крайней мере, в теории. На практике так ни разу не удавалось получить доступ.
к чатикам. Саммаризация – это немножко другой, Алексей. Ну, давайте сейчас не будем отвлекаться. В общем, доступ к предыдущим общениям у него есть, по крайней мере, в теории. Но смысл в том, что это свойство самих моделей, ни курсора, ни чата GPT, а что каждый раз, каждый запрос на самом деле, он работает с нуля. Модель ничего не запоминает на самом деле, она ничему не обучается, пока процесс обучения где-нибудь на бэкэнде у нее не запустит. Каждый раз, каждый запрос – это понимание всего с абсолютного нуля. И вот отсюда и проблема контекста, что в контекст нужно впихнуть все. И историю нашего общения, и ту задачу, которую нужно решить. И каждый раз это с нуля. Блин, извините, как-то плохо формулируется мысль. И вот каждый новый чат – это еще более с нуля. Вот. И это как раз вот тот самый момент, та самая заметка, которая помогает ему вспомнить, кто он и где находится. Так, Александр, да? Да, я бы, наверное, хотел дополнить, что у меня есть на это классный кейс, что у меня на работе и на домашнем компьютере стоит курсор. И очень сильно помогает, когда ты что-то сделал на работе, прийти домой, запустить, и первым делом, ну сказать, ну-ка прочти, что, собственно, было сделано, и в каком статусе мы сейчас находимся. Прикольно. Да. Так. Не знаю, будет ли ему это достаточно. Абсолютно поддерживаю Александра. Это правда очень, очень полезно. Суммаризовать, типа, говорю, или свой день, или с утра напомнить, где мы там остановились, с чего мы начинаем. Хорошо. Rule создан. 002. Это стоит запомнить. Это тот rule, с которого мы начинаем новое общение. Ну, давайте его протестим. Что он нам дает? Он нам дает возможность теперь не объяснять каждый раз с нуля, где мы находимся и что делаем. Обычно я говорю вот так: изучи, а потом сразу приступаю к формулировке задачи. Александр? Да, вот в этот тоже сделал вопросик, сразу поэтому задаю. А можно ли в Project Rules просто прописать, что при каждом промпте делай вот это, обращайся к этому файлу, изучи? Просто есть внутренние настройки курсора, есть настройки проекта, и просто там, а не каждый раз в чате начинать, что вот у тебя файлик, изучи и так далее. Или все-таки лучше так? Хороший вопрос. Если мы глянем вот в этот файлик, то мы видим, что у него есть директива always apply. Угу. То есть, по идее, вот это делать не надо. На практике же он забивает. Да. Почему забивает? Не знаю. Понял. И то есть, в стейтингах есть memories и все такое, но все равно это надо контролировать. Он иногда может не сходить, хотя ты ему сказал, вот обязательно делай так всегда, каждый раз. Но каждый раз надо проверять, сделал ли он это. То есть как его не убеждать, что вплоть до того, я тебя уничтожу там. Не, ну ладно, я не угрожаю курсору, я просто на него ругаюсь. И это еще одна из особенностей, да, работы с LLM-ками, что она не обучается. Это, черт побери, очень сложно к этому привыкнуть. Ты 1000 раз сказал, мы работаем с конфигурацией именно так. А вот 1001 раз все равно это правило нарушится. И ему кажется, цензируешь как человека, как будто бы ты же ему говорил уже, да? Вроде же нормальный парень, способный. Не может такую ерунду запомнить. Но не может. Вот, к этому надо привыкнуть. Да, Александр, отвечая на твой вопрос, по идее должно работать, что мы вот так вот сказали всегда применять, и он применяет. На практике нет. Не всегда. Спасибо, да, ясно. Теперь, что мы хотим, да? Оцени текущее состояние проекта. Интересуют репозитории. Давай перечислим, что нам интересен сервер. Нам интересен
Flutter интерфейс. Нам интересен админка. В деплой не полезем, там, я уверен, у Олега все хорошо. Оценить текущее состояние проекта, интересует репозитории. Нужен отчет о качестве реализации. Слабые стороны. Стороны предложены. Так, отдельно интересует готовность точки зрения продукта. Их требуется с точки зрения продукта. Аня, можешь пока прокомментировать, да, про ролевки? Иногда полезно смотреть разными словами, да? Да, когда какую-то задачу решаем, и мы бы хотели расширить, скажем так, критическое мнение об этой задаче или о ее решении, можно подходить с разных ролей. Я, например, прям прогоняю, то есть создаю какую-то по одной задаче документацию, и потом ее меняю, верифицирую, говорю, теперь посмотри, как с точки зрения такой-то роли, не знаю, ну, например, там SEO, CTO, продажника, тестера, UI, UX-дизайнера, и так далее. То есть это разными вот такими чатами, разными агентами одну и ту же там могу документацию гонять. И, может быть, здесь, Алексей, ты, не знаю, как быстро закончишь, я бы, может быть, анонс сказала бы как раз про следующие наши... Пока говори, я сейчас запускаю только промпт. Ага, тогда я договорю. Я бы хотела сейчас анонсировать. У нас в ближайшее время планируется еще как минимум 3 воркшопа. И один из них невероятно будет, на мой взгляд, полезен как раз как продолжение вот этого. Вот это вот такая точка 0, да, с чего вообще начинать ведение проекта продуктовой командой. А точка 1 – это воркшоп, который мы готовим совместно с Никитой. Это, он тоже здесь сейчас присутствует, активно задает вопросы, да, и с Никитой мы будем готовить воркшоп, где он поделится то, как он успешно работает, как он использует курсор и для самообучения, саморазвития, но и именно как рабочее пространство, как он задачи из гита берет и решает их через курсор. То есть, по сути, полный такой новый подход, да, к решению задач. Вроде как точка входа одна и та же, задачка в гите поставлена. А что с ней дальше делать? И делаем мы уже решение через курсор. И на эти воркшопы тоже вас приглашаю. Мало того, здесь подсвечиваю, что вы тоже можете стать такими авторами воркшопов, когда у вас тоже свой прикладной опыт появляется, давайте делать. То есть вот следующий уже будет, да, не с Алексеем, да, с Никитой. И я вас приглашаю делиться вот этим своим опытом, наработками, видением, может быть, более узконаправленно, да, например, только там разработческие задачи или только бизнесовые. Я думаю, что с Александром Просоловым мы тоже подготовим отдельный воркшоп, который будет касаться именно менеджмента, управления проектами. Мне кажется, это очень интересно, как использовать, в принципе, курсор не разработчиками, да, а бизнесом. Вот, но я еще дополнительно эту же информацию плюс-минус продублирую в конце, когда мы будем давать домашку, потому что очень важно, чтобы вы сейчас начинали пользоваться в целом, настроили Workspace и начинали закрывать задачи с помощью курсора. Как раз-таки набили, может быть, каких-то шишек, да, может быть, поднакопили каких-то вопросов, и там у нас и произойдет тот самый воркшоп с Никитой, который поделится, как он работает, как один из членов команды, да, с курсором. И вы тогда расширитесь, у вас появится еще больше какого-то материала, да, опорного,
который вы можете использовать дальше в своей практике. И в завершении своего этого спича скажу, что еще раз обращаю ваше сейчас внимание, что до сегодня мы привыкли смотреть за другими и внедрять, как у других, вот мы тоже так хотим. Мы тоже хотим, не знаю, в ГИТе задачки ставить, мы тоже, и вот мы смотрим всякие ютубики, читаем Хабр статьи, смотрим, как же они там что делают, и начинаем какие-то best practice у себя внедрять. А сейчас я вас приглашаю к тому, чтобы вы уже становились теми, за кем смотрят. Вы были те, кто пишет статьи, кидает видосики на YouTube, и чтобы другие ребята, другие команды, весь мир, как раз смотрел на вас, как на пример, потому что сейчас нет ни стандартов, ничего, и мы те, кто призывает, становиться теми, кто будет популяризировать, распространять, показывать, учить, подсказывать, собственно, с другой стороны стать вот этого процесса. Не те, кто смотрит и пытается повторить, а те, кто делает и показывает как, а за вами уже повторяют. Всё, я свой спич, если что. Иначе другие будут это делать, а не мы. И мы будем за ними смотреть. Ну, иначе, мы как бы в итоге не вырастаем. То есть мы продолжаем за другими смотреть, продолжаем что-то за другими копипастить, что-то внутри себя колуарно там кого-нибудь хаять и пытаться что-то улучшить, Но я предлагаю сейчас прям выходить на эту арену, прям говорите. Вот я очередной раз благодарна, что Никита проявил эту инициативу, этот интерес, и мы готовим эти воркшопы. Но я и вас к этому призываю. Есть опыт, есть желание поделиться. Нет сейчас правильно-неправильно. Вообще такого нет. Мы вот максимально просто стараемся показывать то, чему мы научились там за это время. Может, я тоже какой-нибудь сделаю свой бизнесовый воркшоп. Все. Ну вот, смотрите, мы... можно, да? Я к задаче. Мы применили наш вновь созданный рул, и это очень типичный теперь флоу для нас, когда мы работаем над какой-то задачей. Вот я сейчас попросил выковырять из того, что мы видим по коду. Я забываю коммититься, извините. Сам же нарушаю правила. Очень важны. Но это потому что, я не очень многозадачный. Одновременно сложно получается. Коммититься нужно обязательно после каждого успешного шага. И как-то более осмысленно. Не как я, но... Вы поняли. Так. Я применил его для того, чтобы сделать ревью. Мы получили 2 документа, которые, я думаю, вполне полезно было бы рассмотреть. Насколько это правда, насколько оттуда он взял информацию. Фига, он сходил, что ли, сам вышез, хотя я ему не говорил. Неожиданно немножко. И что, давайте попробуем, наверное, не реализовать, таску, а что-нибудь взять вот из такого. И попросить найти, построить план, как это сделать, или почему не работает. Вот, почему не работает и как починить. Ссылаемся на наш файлик-навигатор, говорим «изучи», потом прямо отсюда сошлемся на файлик с ревью, чтобы он понимал контекст, откуда это взялось. Найди причины, почему не работает, и что сделать, чтобы их починить. Вот такой простенький промпт. Вы видите, что я не прикладываю сейчас каких-то дополнительных усилий к тому, чтобы рассказать ему, что у нас за проект, какую задачу он решает. У него вся эта информация есть, она сразу идет через вот этот workspace файл. Это здорово облегчает взаимодействие.
Он уже знает, что за бэкэнд логикой нужно идти вот в этот репозиторий, за фронтенд логикой идти вот в тот репозиторий, правила лежат здесь, вот здесь он знает, что лежит нужная информация, и сам все найдет. Глупых вопросов задавать не нужно. Сейчас это очень демонстрационный промпт, это то, как бы действовал разработчик. Ну, я надеюсь, что наш разработчик бы действовал чуть умнее, чуть больше бы, да, сказал о том, что нужно починить, да, точнее бы сформулировал таску, но принцип примерно тот же. И это тот инструмент, который уже запушен в проторепозитории. Вы можете его клонировать, разворачивать workspace у себя и брать свои задачи в работу с помощью курсора. Дальше вот та часть организационная, да, Ань, как? Что мы делаем дальше? Ты расскажешь или я как? Да, то есть мы идем уже на завершение, правильно? Мы другие задачи решать Ну, уже не будем. Ну вот я, кстати, могу сейчас вот сказать, да, что вот смотрите, результат. Он, не задавая глупых вопросов, нашел причину в Flutter репозитории, что не так, как нужно поправить, какие-то еще связанные issues. Вот то же самое про, получается, про аватар, да. И, кстати, нигде корни не пролезли в бэкэнд. Жалко, да? Ну, в общем, обе проблемы оказались фронтовыми. Ну, по крайней мере, с точки зрения курсора. Вот. И что, мы дальше просто его инструктируем, иди исправь, он исправляет, мы запускаем, принимаем и пушим в репозиторий. Такой флоу. Да, и мы идем на завершение. Тогда здесь, наверное, еще, конечно, было бы классно затронуть историю интеграции с гитом и как раз вот эти коммиты, которые ты делаешь, потому что это тоже относится, наверное, к части команды, но я думаю, что у нас все-таки здесь ну, какая-то толковость, наверное, в этой части уже есть. Если нет, задавайте вопросы в чат, или мы сделаем отдельный демонстрационный такой на полчаса-час воркшоп, посвященный именно синхронизации курсора с гитом, если это надо. На сегодня я просто не совсем, может быть, знаю, насколько вы глубоко в это погружены и насколько вы используете это практически. Я могу комментировать чуть-чуть, но это действительно знание, которым обладает любой разработчик любого уровня. Да, просто я не уверена, надо ли. То, как мы работаем с гитом. Но на всякий случай, да, я сейчас оформляю pull request, и изменения будут в деве сразу после нашей встречи. Все, возвращаю. Вот, поэтому здесь, пожалуйста, со своей стороны не молчите. Да? То есть если вы понимаете, что вы как, не знаю, как лид, как РПшник не справляетесь с тем, чтобы до каждого донести, как надо там синхронизировать курсор с гитом или еще какие-то вопросы. Повторюсь, да, нет правильного, неправильного, нет глупых вопросов, все окей. Главное быстрее научиться, быстрее это внедрить в свой инструмент, и мы здесь поэтому очень открыты. Поэтому пишите, либо вы отдельно можете проконсультировать и вопрос быстро там на бите решить своим рабочим, либо действительно нужен какой-то отдельный воркшоп, просто здесь мне не совсем понятен уровень ваших знаний и погружения, поэтому отдельно пока не инициировала эту часть. Именно с разработчиками. Понятно, что бизнесу желательно это объяснить, но именно с разработчиками мне не совсем понятно, надо или нет. Поэтому говорите. Значит, что у нас идет в домашку? Это озвучит сейчас Алексей. У нас домашка будет распределена как по лидам, так, естественно, на Александра Просолова, да, так и на разработчиков. Я буквально общую такую рамку сейчас озвучу. Алексей, может быть, чуть в подробности здесь погрузится при необходимости. Рамка у нас следующая. Точка входа, в принципе, не меняется. Задачи ставятся в гите, как у вас они всегда и ставились. Я думаю, Александр, в том числе за счет, Просолов я имею в виду, да, в том числе за счет курсора и гид сможет нормально актуализировать, почистить, и там уже вернем его, да, в такое хорошее, правильное рабочее состояние, чтобы доска соответствовала, была актуальной, соответствовала текущему состоянию. Соответственно,
Вот эта часть у нас так и остается. Точка входа, задача есть в гите. Задачи, понятно, не одна, да, задачи есть в гите. Задачи нарежет Александр Просолов и, соответственно, в гит их поставит. Следующий этап тоже, как у нас обычно происходит. Задачу берет лид или сам разработчик, если это можно сделать без лида. И вот здесь как раз лид уже формирует то самое рабочее пространство в курсор. И наша основная цель, чтобы задача решалась курсором. Мы прекрасно понимаем, что задачу можно решить без него. Но не этот наш сейчас фокус. Наш фокус сейчас не быстрее сделать, закрыть все задачи у себя где-то как-то, а наш фокус закрыть задачу с помощью курсора. Это самая основная наша цель сейчас. Фокус именно на этом, что мы решаем и закрываем задачи курсором. Соответственно, лид тот, кто обеспечивает пространство в курсоре, там, если надо, декомпозирует задачи, ну, в общем-то, обычный, да, flow идет, задачи есть в гите, решаются через курсор. Курсором вы порешали задачу, точно так же, да, синхронизировали с гитом, и в приемке задачи тоже немножко, получается, у нас меняется flow, добавляется некая демонстрация. То есть если раньше было достаточно задачку закрытия там и условно, не знаю, там Александр Просолов начинает это тестить там как use case, да, как пользователь, ну, к примеру. Сейчас основной акцент мы делаем на том, что приемка, то есть Александр Просолов говорит, ага, вы сделали 10 задач, классно, давайте смотреть, как вы их решили. И ваша задача будет прям показать, я в курсоре, вот она у меня, вот все мои чатики, вот так вот я ее решал. Алексей, можешь прямо сейчас, если не сложно, показать историю, где можно в чатике истории перейти? Это справа сверху чатики вот эти, да, наши? История чатов, да. Вот, прям вот так вот показывайте. Вот моя история чатов, вот так вот я решал эту задачу, вот здесь вот у меня лежали файлики. То есть наша основная, опять же, основной фокус не быстрее сделать задачу, закрыть и забыть, а показать, что вы научились решать задачи через курсор. Так, Сурай, да? Нет, ничего, я случайно нажала. Вот. Поэтому, Александр там Просолов, лиды, да, вы принимаете задачу уже не просто, когда закрыли, там, багов нет, все отлично, полетели, а вы смотрите, прям как мини-отчет от разработчика, как он это делал, открывая курсор и показывая историю чатов. Я, наверное, давай так, Алексей, сейчас вот тебе слово, и потом мы к срокам, да, и дальнейшим шагам. Да, что нужно сделать? Это, получается, Александру Виталию, это настроить соответствующие workspace для своей команды, убедиться, что есть достаточные рулы, что есть достаточная документация. Ну, например, что мы не сделали, да, это мы не сделали подробного архитектурного описания, не вычитали для каждого из интерфейсов, ну, допустим, для сервера, да, вот что-то сгенерировалось, а вот нужно было бы погрузиться и убедиться, что действительно здесь правда, дополнить нюансами. Это, то есть, подготовить инфраструктуру для разработчиков. Разработчикам нужно взять по задаче из бэклога, которую Александр им формулирует, и решить с помощью вот настроенного окружения эту задачу или эти задачи продемонстрировать, да, что они решены именно с помощью курсора. Как я говорил, то, с чего я начал, сейчас требуется пополнение, в первую очередь, Rust разработчиками. Вот уже сейчас они нужны, но подготовленные, которым не нужно объяснять, что такое workspace, как с рулами работать, и вот это все. Потому что специалист придет и попадет в окружение, где вот все то же самое, только умноженное там, на 5. Вот, в 5 раз больше информации, в 5 раз больше репозиториев. И чтобы не пребывать от этого в шоке, а увидеть знакомое окружение, нужно потренироваться. Для других специальностей приоритет может несколько ниже, но тоже есть. Тоже нужны разработчики, но готовые работать с курсором, а не просто так. Так, ладно, извините, это я опять в свои боли ухожу.
Не ответил на вопросы? Да. Вот на данном этапе есть вопросы? Я видела по смайликам, что всем вроде все понятно. Если вдруг поднимаете руку, я тогда продолжаю. Значит, по таймингу мы себе это видим где-то 2 недели вам такого песочного времени, да, такого тест-драйва. 2 недели мы активно готовы в течение этих 2 недель активно вовлекаться, активно отвечать на вопросы, помогать, подключаться. То есть вот используйте, да, продуктивно эти 2 недели. Не уходите, пожалуйста, в себя, не делайте все последний день. 2 недели мы вам даем на то, чтобы начать активно использовать курсор. В течение этих 2 недель, напоминаю, у нас будет еще топ с Никитой, где мы покажем еще, да, практически, как курсор использовать. Естественно, приглашаю, потому что это в том числе и вас ускорит, и понимание ваше ускорит, и вообще вливайтесь в эту тусовку. Да. Через 2 недели, ну, условно 2, будет это среда, суббота, воскресенье, мы пока не обозначаем, да, мы попозже с Александром Просоловым согласуем этот тайминг, но условно, да, через 2 недели мы с вами встречаемся, вы демонстрируете, что за эти 2 недели у вас получилось, прямо, опять же, показываете, вот, ребят, мы решили там за 20 задач, из них там 15 фронтовых, 5 бэковых, и, не знаю, там запустили то-то, то-то, самое болевое такое-то, такое-то, очень такой мини-отчет, да, демонстрация. Там мы тоже, естественно, отвечаем на ваши вопросы, может быть, где-то даем развивающую обратную связь, со своей какой-то колокольни, да, может быть, от вас мы узнаем совершенно что-то новое, и тоже начинаем это практиковать, это тоже вот, ну, видно часто, вот, опять же, от Никиты, когда мы готовим сейчас воркшоп, я понимаю, что те, кто активно использует курсор, обладают еще каким-то разделом знаний, который мы там, например, с Алексеем не знаем, да, и это классно, тоже мы обмениваемся вот этим опытом. Поэтому я допускаю, что, может быть, через 2 недели вы нам тоже что-то очень интересное, новое расскажете. И все, собственно, вот 2 недели – это тот тайминг, после которого мы синхронизируемся, смотрим на ваши успехи, принимаем решение относительно дальше развитие каждого члена команды Trails, куда, что нужно, да, ну, это уже в частном порядке. Мы с вами отдельно будем обсуждать вот такие организационно развивающие вопросы, моменты. Я думаю, все. И давайте так, вот сейчас есть у кого-то обратная связь, вопрос, наоборот, комментарий, идея, инсайт, то самое время прямо сейчас поделиться. Можете поднимать руку. Ага, Александр, да. Да, спасибо еще раз за возможность. У меня вот такой вот вопрос. Алексей в своей речи, разговоре про рулы как-то упомянул правила for each partner's team. Как, ну, я так себе по воображению понял, что есть некоторые вот репозитории, в котором хранятся рулы от членов команды for each FEP. И я вот... Да, все, кстати, я тоже за это. Спасибо, Александр, я тоже это услышала, и мне стало очень любопытно, где же можно... Что это, как получить, ну, если это можно, там урла какая-то на них, или это вообще как бы закрытое, что ли? Ну, в общем, вот такой вот вопрос, что за рулы, и можно их использовать, вот. Это из прошлой серии наших воркшопов рулсы, они общедоступны, ссылку я скидывал, но сейчас повторю, мне не жалко, вот. Репозиторий, вот, показываю. Прости, куда скинул? Сюда, в этот чат? Сейчас куда вот лучше? В AI-Driven Development давайте. Да, туда, в AI-Driven. Спасибо. В Telegram, в AI-Driven нашу ветку. В Telegram Forage Partners Team на русском. То есть, по идее, я так развиваю мысль, можно добавить в Workspace еще вот этот репозиторий с этими рулами, чтобы он их использовал. Как-то так вот это можно применить? Я их уже скопировал, то есть они уже... То есть это уже учтено. Ага. Есть хороший вопрос, на который у меня все еще нет ответа. Это вот возвращаясь к тому, кто эксперт, а кто нет. Я до сих пор не определился, как правильно работать с урлами, с рулсами. Я и пытался и обобщить их, вынести, так, чтобы вот был общий каталог рулов, да, и дальше ты, вне зависимости от того, из какого проекта пришел, на него ссылаешься. Более того, в курсоре сделали поддержку подгрузки рулов из Git-репозитория. То есть, по идее, ты можешь вообще
репозиторий указать. И пробовал с линками делать вот эту общую папку. И пробовал работать сугубо индивидуально. И у того и другого подхода есть свои недостатки. Тема, в общем, пока что для меня еще не решена. Скорее всего, нужен какой-то гибридный подход, когда есть общий набор рулов и какие-то специфичные правила. Как это все совместить, у меня пока нет четкого ответа. То есть в зависимости от проекта подхожу тем или иным способом. Чаще всего это скопировать те наработки, которые есть, а потом их адаптировать в проекте. Ну и дальше получается, что в разных проектах рулы разъезжаются. То есть в одном проекте они в одну сторону идут, в другом в другую. И тут мы как раз сталкиваемся с недостатком, что лучшие практики не обобщаются. Но при этом рулы должны быть и специфичными. Их приходится все-таки адаптировать под нужды конкретного проекта. А если, допустим, делать какие-то дифы, патчи, да, то есть вот общий рул, да, но для нашего проекта вот тебе еще дополнение, это засоряет контекст. Плюс модели теряются в таком случае, начинают тупить. Вот, сказать сначала, вот смотри, вот правило, вот его используй, а потом вот эту вот часть забудь, оно не очень все равно помнит и косячит. Вот поэтому здесь пока что нет хорошего ответа, как со всем этим работать. Такое чувство, что нужен какой-то шаблонизатор. Я помню, что была такая инициатива, что-то вроде MDX, то есть шаблоны для создания правил из некоторых более низкоуровневых компонентов, то есть свой фреймворк для управления рулами. Вот, возможно, что-то такое. Но пока что не решено. Спасибо. Влад? Да, у меня вот тут появилась идея, почему бы нам не создать, мы же можем указывать некую базу знаний, например, ссылаться нам на какие-то ссылки из интернета. Можно же туда эти положить, и они тогда не будут разъезжаться. Как я говорю, То есть можно как-то... что правила нужны все равно специфичные для проекта. Но не получится создать такие... Есть специфичные, а есть общего назначения. Например, 302 правило, ну, я не знаю, как его нужно ли оно специфичное. 302 не специфичное. А вот, допустим, в коммерческом проекте у меня еще целая папка с правилами конкретного проекта. Вот это уже тогда специфичные, они должны лежать внутри проекта. А не специфичные, которые общего Ну, мы назначения. сейчас начинаем обсуждать прям очень глубокую проблему, для которой я сам не нашел решения. Я долго его искал, пытался разные подходы, то, с чего я начал, и у меня решения нет. Я сомневаюсь, что мы сейчас в результате 5-минутного разговора что-то решим. Мы можем отдельно как-то собраться по этому поводу, но чтобы каждый пришел подготовленным. И MCP – это не ответ на этот вопрос, Алексей, к сожалению, тоже. Это другая немножко тема. Да, Александр? У меня просто гипотеза, но крайне интересно, вот при то есть сборе информации, да, он в том числе притянул мой гэп-анализ по, вот он прямо сейчас открыт, невозможно редактировать био обо мне, и насколько я опять же увидел, он еще привязал его к issue. Возможно ли, чисто гипотетически, вот при этом гэп-анализе забирать issue, смотреть, которых нет, и выводить те, которые необходимо создать? Да, запросто. Да, то есть мне показалось, что это прям невероятно простое. Для курсора. Да. Подъем. Да. Фактически мне нужно точно так же себе подключить прото, забрать всю эту информацию и просто актуализировать, сравнивать с происходящим. Если я буду иметь доступ ко всему остальному, то и более конкретные задачи с более четким описанием формирования. То есть фактически у меня остается только верхнеуровневая продуктовая логика, а курсор мне ее декомпозирует до конкретных задач. Я вообще бы так сказал, что ты владелец вот этой вот папки, да? Угу. Да, я у себя на компьютере, прошу прощения, что перебиваю, навел порядок в ней. А сейчас я увидел, когда ты сканировал, и мне немножко стыдно стало.
Я понял. Ну, да, то есть сюда, наверное, стоит внести, ну, то есть погрузиться, посмотреть на актуальность этой документации. Ну, я снова повторяю, да, мы уже об этом говорили. И да, интеграция с issue-трекером – это вообще довольно типичная задача для курсора. Ты, более того, можешь прямо в чатике обсуждать, какие задачи стоило бы сформулировать, какие закрыть, и он будет это делать за тебя. Главное, чтобы API GitHub это позволяло. Понял, спасибо большое. Супер. Так, еще, ребят, еще вопросы, пока мы прям вот готовы активно отвечать, потому что у вас 2 недели на то, чтобы это все начинать реализовывать своими ручками. Да, Александр? Я вот, ну, коль такая возможность есть задать вопросы, я, так скажем, задаю, что релевантно. Так, вот такая есть тема, я услышал, есть агенты под определенные, так скажем, ну, фреймворки, что ли, ну, для Flutter конкретно. Вот я видел, вот человек сделал агента, вот кто-то такой интегрировал в курсор, потому что в курсор тут вот агенты, это вот модели там определенные и все. А есть, как я понимаю, еще агенты, которые уже как-то натренированы на определенные фреймворки. Вот в эту тему кто-то что-то может сказать? Ну, давай здесь немножко по определительной базе, да? Какой агент? Да. Агент – это модель плюс инструкции, которые промпты, тулы, которыми модель вооружена, чтобы решать задачи. Вот когда мы говорим про что-то специализированное под Flutter, ты так это специализируешь с помощью рулов и тех инструментов, которые ты даешь здесь курсору. То гипотетически могло бы быть, ну, еще более специализированного. Ну да, да. Файн-тюненная модель. То есть гипотетически, в теории такое быть может. Я еще ни разу на практике не встречал, чтобы кто-то юнил именно под какой-то язык программирования специально модель, и чтобы при этом она давала более качественный результат. Не слышал. Может быть, такие случаи есть. Если ты такой найдешь, было бы очень интересно узнать. Да, я скину, я в общий чат скинул, вот, соответственно, в Телеграме там был пост. Прям вот Flutter заточен там архитектурные особенности, навигационные, ну, понятно, в общем, все, вот, так скажем, тонкости, вот, которые уже в него заложены. Посмотрим, о чем там речь. Никита, мне кажется, еще комментирует, да? Да, я хотел бы дополнить твой ответ. Мне кажется, там еще прозвучало у Александра то, что какая-то из агента, из модели сделать прям спецназ прям для какой-то задачи. То есть и мне вспомнились свои кейсы. Проблема в том, что курсор, так же, как там любой, ну, все модели курсора, да, они обучены на информации, которая имеет тоже какой-то срок давности и может устаревать. Вот. И у меня были ситуации, когда курсор не знал про какие-то новые обновы библиотек. Вот. И тогда надо было идти и скармливать ему непосредственно уже из интернета это все, вот, эту информацию. Ну, то есть заводить отдельный файлик, где описывались методы, допустим, новые, да, которые будут решать задачу. Ну, так как бы вот такое есть еще дополнение, если ты хочешь протюнить агента еще сильнее. Ну, не совсем курсор, а те модели, с которыми он работает, да? А так все, да, полностью согласен. Да, я тоже поддержу. Здесь на самом деле вот, ну, действительно как некий такой человеческий фактор как будто бы возникает, как будто с человеком. То есть вы же не знаете, как давно ваш там, не знаю, коллега, сотрудник проходил обучение и что он там, да, насколько актуально у него сейчас знания. Да? И как раз вот в таком диалоге, да, вы можете там, с коллегой синхронизироваться и сказать, слушай, вообще-то уже есть новый там фреймворк, иди изучи, чувак, да, и он идет изучать. Здесь примерно то же самое, да. Не стоит все-таки, наверное, полностью считать, что модельки имеют ту же голову, что и вы. Ну, нет. Это все-таки какая-то отдельная сущность. Также в интерфейсе курсора есть возможность добавлять ссылки на документацию, которую он может индексировать.
И Да, да, можно да. ему напоминать, что иди туда. Да, Это можно очень плохо отдельно работает. для себя же, как свое совершенно классное замечание, Роберт, прям отдельно для себя сделать, ну, не то, что там для всего проекта, да, а для себя, например, отдельно сделать свое такое рабочее место, своего агента, свой, не знаю, тот же скрипт, да, который будет постоянно что-то для вас в фоне делать, какую-то историю, которая вам в работе в итоге поможет. Тоже классно, и, кстати, может быть, даже имеет смысл тоже какой-то такой воркшоп на эту тему У Никиты сделать. же как раз третья тема, мне кажется, очень перекликается здесь. Как Ну да, кстати, третья тема, да. как брать информацию. Но давайте здесь все-таки разделим, да, что одно дело, когда модель уже обучена на какой-то информации, нам ее не нужно передавать. В этом случае информация есть у нее в мозгах, грубо говоря, да, и нам нужно только сориентировать, что именно этой информацией нужно воспользоваться. Другой совершенно случай, это когда информации в мозгах нет, и вопрос, как этой информацией модель снабдить. И так или иначе, здесь других путей нет, кроме как через контекст. Да, и остается только вопрос, а как это правильно подготовить, чтобы контекст передать, да, куда-то проиндексировать и потом рагом запихивать, либо напрямую документацию передать, либо примерами кода снабдить. Но в любом случае это пойдет через контекст, а значит, мы меньше контекст сможем использовать под что-то другое. Это я к чему? Гипотетически, если существуют зафайнтюненные модели, специализированные под определенный фреймворк или язык программирования, или еще что-то, они, опять-таки, теоретически должны справляться лучше, чем модели общего назначения. Но я таких не видел. Если они есть, кто-то так заморочился, было бы интересно посмотреть на результат. Да, скину. Тогда все, ребят, я предлагаю идти на завершение. Буду очень признательна, если вы в чате нашем, да, там, аишном направлении, да, в Телеграме, поделитесь обратной связью, с чем уходите, что было самое важное, потому что у вас здесь много, времени не хочется затягивать. Так бы я у каждого буквально спросила, да, что было самое ценное, с чем уходите, что было для вас вот прям действительно важным, что больше всего запомнилось. Поэтому, пожалуйста, напишите в тележке, я сейчас тоже туда это же сообщение продублирую. Опросов не будет никаких, да, это все-таки больше такой был рабочий у нас воркшоп, и нам действительно крайне важно, чтобы вы вооружались курсором. Поэтому никаких опросов, мы и так понимаем, что мы красавчики, и было все прекрасно. Все, спасибо огромное. Завершаем. Всем пока. Всем До новых пока. встреч. Пока, спасибо большое. Да, пока. Хорошего дня. Спасибо взаимно. Пока. Спасибо, Пока. пока. Да, всем спасибо. До свидания. Пока-пока.